нас вот такая вот квартирка. Маленький бомжатник. Маленькая, тесная, но уютная. Мы не замерзнем, прям тепло. У нас тут поместились только 2 спальника и рюкзаки. Друзья, ну что какой вид, вы только посмотрите, как начинается наше утро. Посмотрите, какой вид. Свой первый и единственный полет космический челнок «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Полет проходил в беспилотном режиме. Выйдя на орбиту, «Буран» сделал 2 витка вокруг Земли, после чего благополучно вернулся на Землю. В 1990 году работы по программе «Энергия Буран» были приостановлены. А в мае 1993-го проект был окончательно закрыт. «12 мая 2002 года единственный летавший в космос космический корабль «Буран» и блоки ракеты-носителя «Энергия» были погребены под обрушившейся кровлей монтажно-испытательного корпуса. До наших дней дожили лишь несколько макетов, которые были созданы для различных испытаний. Теперь же они никому не нужны, пылятся и ржавеют в ангаре. Сейчас пойдем исследовать. Если нас не застукают раньше времени. Друзья, мы отправляемся изучать ангар с буранами. Сейчас пройдемся по периметру, а потом пойдем попробуем залезть в них внутрь. Лестницу уже убрали. Не знаю, получится или не получится, потому что в последнее время этот объект стал достаточно популярным у сталкеров. Очень много фото и видео. Стоит маленький, никому не нужен. Никто о нем больше не заботится. Оставили его здесь на погибель.
На это у нас балкон. Или смотровая площадка. На стартовой площадке. Где-то тут ночью мы пробирались со Светланой по буеракам. Преодолевая холмы, каналы, насыпи. Та военная часть на горизонте, как раз мимо нее мы и прошли. Точнее, даже не мимо, а прямо по территории этой части прошли до железной дороги и оказались на территории площадки 112. Ангар с энергией М. Там действующие уже объекты. А вот там вдалеке виднеются стартовые столы гагаринского старта. А с этой стороны нам видна энергия. Туда мы тоже пытаемся пробраться. Все здесь заброшено. Здания все пустые, разрушены. Смотрите, друзья, с этой стороны открываются еще стартовые площадки. И уже действующие. Это да. Посмотрите, как внушительно они выглядят. Красиво. И так кажется близко. А вот эти две колючки, через которые все остальные переходят. Вот, они отсюда выбрасываются, а мы, получается, отсюда. То есть они вот так круголядой. Где же гагаринский старт? Друзья, на Викимапе все перепутано. Мы вчера еле нашли. И шли, причем не по карте, а уже просто ориентируясь по Местности. местности, да, потому что на Викимапе абсолютно все по-другому. Она нам показывала идти в другую сторону. Если бы не светила луна и была кромешная тьма, возможно, мы бы где-нибудь оказались в другом месте. Так что будьте внимательны. Не доверяйте картам. И со связью здесь тоже какие-то проблемы, наверное, глушит, потому что интернет очень плохо работает. Ну что ж, пока мы не спалились, пойдем смотреть буранчик, как он ржавеет, умирает, маленький. А здесь пройдем? Пройдем. Краны еще хорошие висят. Прям как новенькие. Вон тот красный.
хотим пробраться вот сюда. Я так понимаю, это как в самолетах, да? Дорожка. Рукав. Рукав, который... Да. И по нему, наверное, забирались космонавты. Он подлет. Сейчас попробуем залезть туда. Там вообще все новое внутри. Очень жаль, что это все стоит в заброшенном состоянии. Но для Советского Союза это был очень дорогой проект. Если я не ошибаюсь, около 14 миллиардов рублей было потрачено на проект «Энергия Буран». И после того, как корабль «Буран» совершил свой единственный полет, этот проект был законсервирован. И так все это и осталось ржаветь, гнить. Столько инженерной мысли, столько денег было потрачено на это. Это прям похоже на метро, если честно. Прям хорошая. Здесь двери, они открываются и закрываются. Все работает. И вот такой рукав. Смотри, все работает. Поршни. Еще не сгнил до конца. Так, что тут? Вставил кто-то автограф в 18-м году. 19. Все чистенько, еще новенько. Ну, конечно, наверное, один раз использовался. Так этот буран не использовался. Не, я имею в виду эту штучку. Этот поезд или что. А сейчас попробуем забраться на этот балкон. Друзья, у кого есть информация, кто вообще соображает в этом всем, пишите нам, пожалуйста, в комментарии, потому что мы обыватели и не соображаем в этом ничего. Ну вот на этот балкон попробуем залезть. Главное не упасть вниз. Смотрите, все какие конструкции. Да, непонятно. Сколько было потрачено денег на это все, чтобы это все придумать, реализовать. И все это теперь брошено и осталось никому не нужно. Металлисты пока сюда не добрались, точнее добрались, но не в таком формате, как это в Припяти или в зоне отчуждения. Мне очень жалко.
12 апреля 1981 года американцами был впервые запущен в космос многоразовый транспортный космический корабль Space Shuttle. Советский Союз не мог остаться в стороне, и в результате космическая отрасль получила задание создать систему, аналогичную американскому Space Shuttle. Так появился на свет проект «Энергия Буран». А это уникальный проект, ответ американцам на Space Shuttle. Умерший ответ. Умерший ответ, да. На самом деле, Илон Маск великий человек. Это, наверное, единственный олигарх, которого мы знаем, который вкладывает свои личные деньги в развитие всей планеты, а не только ради удовлетворения своих амбиций и интересов. Второго такого человека, наверное, не сыскать. Да, она очень жалко. Поэтому, Илон Маск, если ты когда-нибудь посмотришь наше видео, Респект тебе. мы гордимся тобой. Ты великий человек, и это хорошо, что на планете есть такие люди. Ведь освоение космоса — это так важно. Это же познание чего-то нового, прорыв какой-то. Среди русских олигархов больше нет таких людей, как ты. Так что, респект, продолжаем в том же духе. Мы любим тебя. Вот здесь такие огромные ворота. Я так понимаю, сюда доставлялась энергия. На нее погружался буран, и они отправлялись на стартовую площадку. Вы представляете, друзья, если бы эти корабли продолжили доставлять космонавтов в космос, многоразовый челнок. Может быть, сейчас наша космическая отрасль развивалась бы совершенно по-другому, если бы Советский Союз продолжил вкладывать в это все деньги. Россия. Ну, Россия, да. Но так раскладываться как-то должно, выезжать. Все эти конструкторские штуки. Пойдем. Сверху посмотрели. Теперь пойдем попробуем полазить внизу. Борт управления. Какой-то помост, я так понимаю, он должен был раскладываться. И, наверное, конструкторы, инженеры собирали эти корабли. Ну, пойдем, а там как раз есть выход. Какие ворота, друзья. Это мы сейчас еще сходим на энергию, посмотрим, какие там ворота. Посмотрите. Масштабы просто поражают. Вы представляете, это просто грандиозный проект, грандиозный. Так, а тут еще какой-то проход на какую-то крышу. Много битого стекла.
отсюда хорошо видно действующую стартовую площадку. А здесь, конечно же, все разумно.